И вот вокруг этих карт можно долго ходить по кругу. Тройка, четверка, пятерка. Тройка, четверка, пятерка. А все почему? Именно верное прохождение четверки мечей позволяет стать победителем в пятерке. Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую вас на своем канале. Напоминаю, что мы с вами уже некоторое время назад перешли на разбор карт из колоды Гюстава Дере, но которые посвящены уже не библейским повествованиям, а посвящены книге, которую написал Франсуа Рабле. Называется она «Гаргантюа и Пантагрюэль». Помните, это у нас такие великаны. И, в общем-то, все события, которые развиваются вокруг них, мы сейчас и разбираем. На прошлой лекции мы с вами проходили семерку жезлов и девятку жезлов. И там мы так плотно с вами затронули тему Сатурна, понимание причинно-следственных связей, которые порой не всегда очевидны, но которые так или иначе присутствуют в нашей жизни. А сегодня не менее интересная и не менее захватывающая тема, которая связана с 12-м домом. Это четверка мечей. Давайте мы переместимся с вами в сегодняшний урок, лекцию, и посмотрим, как выглядит сегодняшняя карта. Обратите внимание, что та часть карты, которая заимствована компанией Лос Карабео, точнее, та часть гравюры, которая заимствована компанией Лос Карабео для карты, она несколько меньше, но при этом совершенно не убирает тот смысл и суть, который изображен на самой гравюре. В принципе, все остальное, что находится слева и справа, оно лишь вторит тому фону, который и так видно вокруг рыцаря. Примечателен сам главный персонаж, который у нас здесь изображен. Это воин в такой характерной одежде. У него шлем с плюмажем в виде подстриженного конского волоса. И хотя гравюра черно-белая, но, скорее всего, вы себе явно представляете, что этот плюмаж, он красного-алого цвета. И плащ, скорее всего, примерно такого же. Но это мои слова имеют некоторое подтверждение в самом тексте, который мы будем сейчас читать, и там будет упоминание о том, а что же это за воин. Может быть, не так очевидно, как нам хотелось бы, потому что, по правде сказать, сегодняшняя эта гравюра, она для меня тоже являлась некого своего рода открытием и откровением, потому что когда ты читаешь страницы книги, пока еще не задумываясь о том, где же будет та или иная карта, где будет та или иная гравюра, тебе кажется, что должны быть какие-то явные, яркие события, которые ты точно заметишь, потому что, ну а как же иначе? Но нет. Это своего рода как чтение между строк. И в помощь мне, так же, как и в прошлые разы, приходит книга на французском языке, к которой я, как и, в общем-то, вы, имеете доступ онлайн, и там уже можно посмотреть вперемешку с текстом разбросаны гравюры, они идут последовательно, и это, в свою очередь, помогает мне как раз находить то, что нужно, и то, что соответствует тексту в книге и гравюре. Итак, мы все сами знаем, что это у нас карта скорее такого какого-то ожидания, порой, может быть, вынужденного ожидания, я имею в виду по Уэйту. И, соответственно, здесь воин так долго ждал, так он не хотел воевать, такую он взял длительную паузу, что превратился в скелет. Хотя при всем при этом видно, что все остальное вокруг происходящее выглядит как настоящее поле битвы. Поступим сегодня мы с вами традиционным образом. Мы прочитаем тот отрывок, который относится непосредственно у нас к нашей четверке мечей, то, что изображено на карте, и посмотрим, естественно, немножко контекста до и после. Он нам, кстати, особенно будет важен в свете того, что я вынес 3 карты на рабочий стол. Это тройка мечей, четверка мечей и пятерка мечей. То есть своего рода будет у нас прошлое, настоящее, в котором мы находимся сегодня в данный момент, и будущее пятерка мечей. И в нашей главе, в нашем сегодняшнем разборе, точнее, я бы даже так сказал, мы сможем проследовать с вами из прошлого, из тройки мечей, обсудим, естественно, основательно четверку и отчасти затронем пятерку будущее. Но как раз понимание прошлого и будущего нам даст более полное открытие четверки мечей здесь и сейчас. Что эта карта, откуда она идет и к чему должна привести.
Поэтому предлагаю надолго не затягивать, а переместиться, собственно, к самому чтению. После того, когда было уничтожено войско Пикрахола, частично, в замке под Ветским Бродом. И я вам говорил о том, что они пошли отдыхать, они хорошенечко поужинали, потом они выдвигаются в путь, они выдвигаются в полном всеоружии, наша небольшая команда, и их задача, в общем-то, сразиться с войском Пикрахола, к которому они выдвигаются. В какой-то момент они натыкаются на разведку. Дело в том, что брата Жана берут в плен, но, как это часто и получается у наших друзей, он достаточно легко отделывается легким испугом и выходит мало того, что сухим из этой передряги, так он еще и берет в плен некоего Фанфарона. А Фанфарон был не последним человеком в Пикрахоловом царстве. И вот давайте мы с этого немножко и с вами зачитаем. Как скоро сшибка кончилась, Гаргантюа со всем своим отрядом, за исключением монаха, поехал обратно. И к вечеру он уже был у Грангузье. А Грангузье в это время, лежа в постели, молил Бога сохранить их и даровать им победу. Когда же он увидел, что все они целы и невредимы, то расцеловал их от полноты чувств и спросил про монаха. Гаргантюа же ему на это ответил, что монах, вне всякого сомнения, у врагов. Так они и сами не рады будут, заметил Грангузье. И он был прав. Недаром у нас до сих пор существует поговорка «подпустить кому-нибудь монаха». Но тут, нежданно-негаданно, появился монах и еще стоя в воротах крикнул: «Гимнаст, братец, холодненького венца мне, холодненького венца!» Выйдя во двор, гимнаст удостоверился, что это точно брат Жан, а с ним 5 паломников и плененный Фанфарон. И теперь мы переходим с вами уже к нашей, собственно, главе. Глава 46. О том, как великодушно поступил Грангузье с пленным Фанфароном. Фанфарона привели к Грангузье, и тот его спросил, что замышляет и затевает Пикрахол, и какую цель преследует он внезапным этим переполохом. Фанфарон же ему на это ответил, что намерение и цель Пикрахола – завоевать, будь окажется возможным, всю страну в отместку за обиду, причиненную пекарем. «Это он уже очень размахнулся», — заметил Грангузье. «На чужой каравай рта не разевай. Времена нынче не те, чтобы завоевывать королевство в ущерб ближнему своему, брату во Христе. Он берет пример с древних, со всех этих Геркулесов, Александров Македонских, Ганнибалов, Сципионов, Цезарей и прочих. Но ведь это противоречит евангельскому учению. А по евангельскому учению нам надлежит охранять и оборонять собственные наши земли, владеть ими и править, а не вторгаться с враждебными целями в чужие. И что в былые времена у сарацинов и варваров именовалось подвигами, то ныне мы зовем злодейством и разбоем. Сидеть бы ему у себя дома и блюсти в нем порядок, как подобает королю, а не осквернять мой дом и не грабить его дотла. Ибо, блюдя надлежащий порядок, он приумножил бы свое достояние. Обирая же меня, он сам разорится. Идите с Богом, живите по правде, указывайте вашему королю на его оплошности и ни в коем случае не давайте ему советов, исходя только из собственной выгоды, ибо вместе с общим достоянием всегда гибнет и частное. Что же касается причитающего с вас выкупа, то я с вас его не возьму, а кроме того, велю возвратить вам коня и оружие. Вот как должны поступать соседи и старинные друзья, тем более, что распря наша не есть еще настоящая война. Вспомним, что Платон в книге 5, говоря о вооруженных столкновениях греков между собой, вместо слова «война» употребляет слово «смута» и советует, если уж случится таковая напасть, соблюдать величайшую умеренность
Если вы, однако, называете это войной, то все же это война поверхностная. Она не проникла в тайники наших душ, ибо честь ни у кого из нас не была задета. И в общем речь идет лишь о том, чтобы исправить ошибку, допущенную нашими людьми, то есть и вашими, и нашими, на каковую ошибку вам следовало посмотреть сквозь пальцы, даже если бы она была вам доподлинно известна, так как повздорившие скорее заслуживали презрения, а не внимания, и по отношению к ним можно было ограничиться возмещением убытков, что я со своей стороны и предложил. Пусть нас рассудит всеправедный Господь, а я готов молить Его о том, чтобы Он послал мне смерть и на моих глазах уничтожил все мое достояние, только бы ни мне, ни людям моим ни в чем его не прогневить». Сказавши это, Грангузье подозвал монаха и при всех у него спросил: «Брат Жан, любезный мой друг, это вы взяли в плен присутствующего здесь начальника фанфарона?» «Ваше Величество», — отвечал монах, — «он перед вами, он совершеннолетний и в здравом уме, пусть он сам и расскажет». Тогда фанфарон сказал: «Так, государь, это он взял меня в плен. Я открыто признаю себя его пленником». «Вы с него требуете выкупа?» — спросил монаха Грангузье. «Нет», — отвечал монах, — «я об этом и не помышлял». «А сколько бы вы желали получить за его пленение?» — спросил Грангузье. «Ничего, ничего, мне не нужно выкупа». Тогда Грангузье велел отсчитать монаху в присутствии фанфарона 62 тысячи золотых за его пленение, а тем временем вышеозначенному фанфарону устроил угощение. И пока он угощался, Грангузье задал ему вопрос: желает ли он остаться у него или же намерен возвратиться к своему королю. Фанфарон ответил, что он поступит, как Грангузье посоветует. «В таком случае, — молвил Грангузье, — возвращайтесь к своему королю, и да хранит вас Господь». Засим он пожаловал ему отличную венскую шпагу в золотых ножнах с украшениями в виде веточек винограда, ожерелье из драгоценных камней стоимостью в 150 тысяч дукатов. Каковые драгоценные камни были оправлены в золото, весившее 702 тысячи марок, и сверх того, в знак особой милости, 10 тысяч ЭКЮ наличными. После беседы с королем фанфарон сел на своего коня, Гаргантюа дал ему охрану, состоявшую из 30 латников и 120 лучников под командой гимнаста, и велел проводить его в случае надобности до самых ворот Ларош-Клермо. Когда пленник отбыл, монах возвратил Грангузье пожалованные ему 62 тысячи золотых и сказал: «Ваше Величество, сейчас не время для таких подарков. Подождем, пока война кончится, ведь еще неизвестно, как все обернется. А если война ведется без большого денежного запаса, то кроме воинской доблести у нее, значит, никакой другой опоры нет. Звонкие монеты — вот мышцы сражения». «Ладно», — сказал Грангузье, — «когда война кончится, я у вас в долгу не останусь, а равно, как и у всех моих верных слуг». Почему я отдельно остановился и сделал акцент на слове «греков»? Потому что, хоть и вскользь упоминается здесь те события, когда греки не называли войну войной, а называли смутой, и они очень долго оттягивали момент непосредственно самой войны, пытаясь всячески разрешить ее какими-то иными способами. И здесь как раз Гюстав Дре изображает того самого грека, который, не желая воевать, который так долго оттягивает этот момент, что превратился в скелета. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, а я, в общем-то, и старался читать так, чтобы вы это сделали, на то, как ведет себя Грангузье, на то, как ведет себя, естественно, и Гаргантюа, и вся их дружная компания, потому что они выступают здесь как единый организм. Как они ведут себя со своими врагами. Я хочу уже забежать наперед и сказать вам о том, чем данная вот эта стычка, чем данная ситуация заканчивается для фанфарона. Ибо в данном случае
конкретном он является врагом. В целом, конечно, это Пикрахол, но в данном конкретном случае, ведь вокруг него разыгрывается эта сцена по 4 мечей, вокруг Фанфарона. Давайте почитаем, чем она заканчивается. Мы видим, как поступает, еще раз делаю акцент, Гран-Гузье. Он отпускает Фанфарона. И мало того, что отпускает, он ему отдает всяческие почести, он его награждает, он ему дает еще и какую-то именную шпагу, дает много ему золотых икю, охрану, чтобы он безопасно смог добраться в осажденный город Ларош-Клермо. И когда Фанфарон приезжает, встречается с Пикрахолом, естественно, что он выказывает иную совершенно точку зрения, что, мол, пытается дипломатическим путем подвести к тому, что эта война бессмысленна. Давай ее заканчивать, Пикрахол. Длинная речь я не буду зачитывать, но не успел Фанфарон окончить свою речь, как возвысил голос Бедокур. «Горе владыке, окружившему себя людьми, которых легко подкупить. А таков я вижу Фанфарон, ибо мужество столь явно ему изменило, что он уже верно готов был предать нас, перейти в стан врагов и начать сражаться против нас, если б только враги пожелали оставить его у себя. Однако ж, подобно тому, как людей доблестных прославляют и ценят все, и друзья, и недруги, так же точно подлецы всем ясны и никому доверия не внушают. И пусть даже враги его воспользуются ими в корыстных целях, все же они не могут не презирать подлость и предательство». Слова эти привели Фанфарона в негодование. Он выхватил шпагу и проткнул Бедокура чуть повыше левого соска, после чего Бедокур не замедлил отправиться на тот свет. А Фанфарон извлек из его тела шпагу и во всеуслышание объявил: «Так погибнет всякий, кто будет клеветать на преданного слугу». Пикрахол при виде окровавленной шпаги и ножен внезапно пришел в ярость. «Так тебе дали эту шпажонку, чтобы ты у меня на глазах вероломно убил доброго моего друга Бедокура?» Тут он приказал своим лучникам разорвать Фанфарона на части, каковой его приказ был исполнен без промедления и с такой жестокостью, что вся комната была залита кровью. После этого тело Бедокура было похоронено с почестями, а труп Фанфарона был сброшен с крепостной стены в ров. Давайте пока мы оставим без дополнительных комментариев эту часть повествования, и я предлагаю теперь уже перемещаться к тому, чтобы разбирать более полно 4 мечей по Уэйту, естественно, сравнивая ее, постоянно держа в голове, как она соотносится с нашей 4 мечей из колоды Гюстава Дере. Они, конечно, визуально несколько отличаются по своей, может быть, символике, которой 4 мечей уэйтовская больше наполнена. Но нам это не мешает вытащить отсюда самую главную суть и понять, что же заложено в этой 4 мечей. Ее главное послание – бессмысленность борьбы в настоящий момент. Эта карта всегда предполагает отсрочку. 4 мечей – карта покоя и отрешенности. Она абсолютно исключает суету. Ее главное значение – уединение и изоляция, изгнание и отступление, отсрочка и временный уход. Уже с первых строк мы понимаем о том, что это карта бездействия. Помните, как очень часто я вам говорю, обращайте внимание на то, это карта статичная или карта динамичная, что по этой карте, как только мы ее вытащили в раскладе, она упала на стол, мы должны понять, будет идти какое-то движение и динамика, или же наоборот будет какая-то остановка, стагнация, промедление, размышление, если хотите. Тут уже какой мы смысл вытащим, негативный или позитивный. Вот она, самая та 4 и есть. Что в одном, что во втором случае, если здесь просто мы понимаем, что воин лежит и он никуда не пойдет, у него такая вот поза молящегося человека, этот персонаж, этот воин точно уже никуда не пойдет. Здесь несколько гиперболизировано Дере изображает этого воина, а Лос Карабео заимствует, чтобы показать, что он точно уже никуда не пойдет. Хотя мы сами читаем, что это не навсегда, это временный уход, это уединение и изоляция, которая не будет длиться вечно.
Потому что это не финал, это не десятка мечей, где лежит заколотый человек. Это четверка. Мы понимаем, что еще есть впереди путь, есть дорога. Есть еще пятерка мечей, а затем шестерка и другие иные карты. Но это остановка. Это у нас размышление, это у нас уход, это изоляция, это уединение. Эта карта исключительно точно реагирует на состояние недееспособности в самых разнообразных смыслах и проявлениях. Еще раз, состояние недееспособности в самых разных смыслах и проявлениях. Что имеется в виду? Помните, как я очень часто вам говорю, что практически каждая карта может отыграться у нас как в каком-то внешнем проявлении, так и во внутреннем, которое исходит от нас. То есть это что-то может быть извне, что заставит нас успокоиться, так сказать. Но это же может быть и внутренний порыв, наше внутреннее желание, продиктованное чем-то, пусть не обязательно нашими мыслями, скорее внешними обстоятельствами, но это наше собственное волевое решение может быть, которое заставляет нас также остановиться. Так вот, в самых разнообразных смыслах и проявлениях, от тонко-психологических до вполне медицинских случаев. То есть, эта карта при определенных вопросах, при ответах на эти вопросы может вполне себе указывать на то, что человек попал в больницу, что человек лежит в буквальном смысле. Человек не в том состоянии, чтобы встать и продолжить то, чем он занимался до этих пор. И я себе здесь в скобочках оставил заметочку. Привет Сатурну. Еще раз напоминание. Помните, у нас по прошлой лекции «Девятка жезлов», где шла речь о том, что человек, переживая прошлый опыт, он боится, как бы ему теперь поступить, как ему перейти в эту самую десятку жезлов так, чтобы вынести ее. И там был такой явный намек у нас еще на то, что это все делается по Сатурну, а здесь прям это уже что-то, что произошло. Помните, как я говорил, тук-тук-тук, в голову тебе уже стучатся, когда ты проигнорировал все возможные предупреждения иного рода, здесь вот Сатурн уже так постучался к тебе, что он уложил тебя в больничную койку, например, или заставил сложиться таким образом внешние обстоятельства, что ты вынужден либо самостоятельно принять решение под очень сильным давлением, либо обстоятельства так складываются, что ты хочешь, не хочешь, никуда не двинешься. Почему четверка мечей воспринимается негативной картой? Это скорее вопрос для людей западного мышления, для нас с вами на сегодня. Потому что в нашем современном мире, когда принято постоянное движение, когда промедление, когда остановка воспринимается сродни какой-то стагнации, воспринимается как то, что ты чего-то не успеваешь, не можешь, не в состоянии это сделать, вот и воспринимается она негативной картой. Не всегда так было. И не всегда так должно быть в нашем современном мире, если мы признаем себя людьми духовно развитыми или как минимум стремимся к таковым, то обязательно должно быть время на то, чтобы время есть собирать камни, время разбрасывать камни, время делать остановку, время потом активно двигаться. И мы с вами будем сегодня все больше и больше понимать, что такие остановки, пусть даже временные, пусть даже вынужденные, по Сатурну тому же, они как раз и дают нам возможность потом перейти в следующую карту, перейти в следующий жизненный этап, в пятерку мечей в данном случае. И там дать нам возможность выстрелить мощно, и там дать возможность нам быть победителями. Для большинства людей это не удовольствие и шок. Для большинства людей. И лишь в редких случаях этой карте радуется как возможности отрешиться, собраться с мыслями, побыть наедине с собой и перевести дух. Но тот, кто находится среди тяжких трудов, обычно воспринимает четверку мечей как манну небесную. К тому же в старину считалось, что лучше, чтобы мечи висели. Где? На стене. Мечи у нас, конечно, это стихия воздух. Помните, мы на одной из лекций обсуждали, почему та или иная стихия приобрела такую масть. Почему жезлы — это жезлы, почему у нас кубки — это вода, это кубки, и почему мечи — это воздух. Потому что требуется некая дистанция. Человек с вытянутым мечом в руке, он как бы говорит: отойди от меня на расстояние вытянутой руки с мечом. Меч требует пространства, отсюда воздух.
Меч рассекает что-то. Как ученый, который забирается вовнутрь лягушки, он ее разрезает скальпелем для того, чтобы добраться до истины. Меч всегда что-то оголяет и обнажает, он что-то проясняет. Это те же знания, которые что-то проясняют, которые что-то оголяют. Но лучше, чтобы мечи висели на стене. Лучше, чтобы это была какая-то потенциальная угроза, если хотите. Или возможность защититься, чем вполне реально. Поэтому в старину считалось. Это сейчас для нас меч нечто такое иносказательное. Если хотите, то сейчас я бы так сказал, что, как говорится в пословице, и ружье, висящее на стене, раз в год стреляет. Тут в данном случае скорее стоило бы бояться какого-то огнестрельного оружия, коим наш мир наводнен и наполнен. В частности, в некоторых странах особенно. Вот мечи это у нас в старину считалось именно таким оружием, и место ему было на стене. И для человека, который был постоянно в каких-то трудах, заботах, для него вот эта остановка, вот этот стоп вынужденный, который порой мог быть даже продиктован не им самим, не его желанием, а внешними обстоятельствами. Наконец-то, он может даже сказать, как долго я тебя ждал, как долго я ждал эту 4 мечей. Но сегодня, как я говорил и на прошлой, кстати, лекции по поводу того депрессии, по поводу какой-то меланхолии, она нашим современным обществом воспринимается так негативно, но это неправильно, а так не было в старину, потому что люди умели проживать влияние Сатурна, они умели проживать эту депрессию и вытаскивать из нее то полезное, что поможет преобразиться. Коль дан этот урок, значит он для чего-то дан. Я обернусь вовнутрь себя, коль у меня не было это сделать времени самостоятельно. Меня заставили. 4 мечей как раз и заставляет это сделать, посмотреть вовнутрь себя. Это, кстати, очень подобная карта 9 жезлов нашей прошлой. Там, где также, помните, внешние тяжелые какие-то обстоятельства, хотя карта также была статичная, как и эта, эти обстоятельства заставляли человека посмотреть вовнутрь себя и проанализировать, пройти прошлый опыт. Эта карта очень будет похожа, как это ни странно. Там была у нас 9, еще и жезлов, здесь 4, но мечей. Аркан Отшельник, аркан Повешенный и аркан Умеренность имеют связь с 4. Помните, повешенный – человек, который сам себя поставил в такое неудобное положение, который сам себя подвесил. Мы его еще не разбирали, но уверен, что вы знакомы с этой картой. Отшельник – очень хорошо. Отшельник у нас перекликается с этой картой, и мы дальше будем об этом снова и снова говорить. И понятно, почему я так тесно связываю теперь эту карту с 9 мечей, потому что там также присутствует отшельник. Человек, который способен уединиться, который способен уйти в келью. Если не надо уходить в келью, как в современном мире, порой это нет на это возможности, не то общество, не те обстоятельства. Но это может быть отсечение нас самих, наших мыслей от того, чтобы нам что-то влияло извне. Умеренность. Даже мы читали в книге, когда эти греческие воины, называя войну не войной, а смутой, и если уж случится такая напасть, то стоит соблюдать величайшую умеренность. То есть действовать не спеша. Это действие сродни бездействию. То есть как будто бы некая проволочка. Так медленно действовать, если уж и требуется на поле брани или в момент между какими-то сражениями. То, чтобы это было уж очень умеренно. Поэтому этих 3 аркана я вынес сюда. Будем ли мы страдать? Или постараемся использовать эту паузу, чтобы разобраться с самими собой, зависит только от нас. Да, все, что происходит у нас внутри, это лишь наша реакция на внешние какие-то происшествия. Помните, в одной из лекций я говорил, чтобы вы вернулись в свое прошлое, в свое детство и вспомнили, как те проблемы, которые были у вас в детстве, и они казались просто вот такой вот неприступной стеной, сквозь которую ничего не видно, которая захлестывала вас и не давала возможности понимания будущего, то с течением времени вы, взрослые, понимаете, что это был просто пустяк. А что поменялось? Ведь сама по себе проблема-то не изменилась. Имеется в виду ее объективность. То, какая она была в детстве, какая стала сейчас. Нет. Поменялось ваше отношение к этой проблеме. Представьте, что вы, будучи взрослым человеком, смогли перейти с одного уровня
прокачки кого-то, скажем, зодиакального дома или, если хотите, аркана, до другого. И теперь то, что вам казалось проблемой, теперь как таковым не воспринимается. Вот и об этом и идет речь. Что мы будем делать по этой четверке мечей? Это будет для нас ощущение какой-то боли и страданий или возможности пройти какой-то важный урок, зависит только от нас. Давайте переходить в саморазвитие. Что по этой карте мы можем вытащить для себя лично? И, как это ни странно, хотя такая карта чаще всего может выпадать, показывая взаимоотношения между людьми, на каком они этапе, но она все-таки больше про саморазвитие. Она больше про то, что человек должен вынести из этой карты, как он должен этот аркан отработать у себя. По этой карте человек удаляется от боли и борьбы, чтобы отдохнуть и исцелиться. Как и все четверки, она несет импульс стабильности и остановки. Помните все четверки? И кубки, и жезлы, и пентакли. Все они предполагают статику. Все эти карты говорят об остановке. Вспомните, какая карта предшествует четверке мечей. Вспоминаем. Тройка мечей. Что у нас по тройке мечей случалось? По тройке мечей случилось у нас страшное и непредвиденное. Мы об этом читали, начиная с семерки мечей, жезлов. Когда Гран-Гузье узнает о том, что случается вот это непредвиденное обстоятельство, Пикрахол решает напасть на его страну, он пишет письмо Гаргантюа, и все закрутилось, завертелось. Это ли не есть та самая тройка мечей? Это ли не есть те самые ужасные события, которые происходят с нашими героями? Они попадают в тройку мечей. Эти мечи просто вонзаются им в сердце. Нестерпимая боль, непонимание того, что делать, как вести себя. Помните, как Гран-Гузье переживал? Он писал письмо своему сыну, излагая все эти речи относительно того, что он и не собирался его дернуть из Парижа, и что на старости лет его седину никто не пожалел, и те, кого он считал своим другом, предал его. Пикрахола он считал своим другом. Эти две страны издревле дружили друг с другом, помогали друг другу. И тут эти мечи просто втыкаются в сердце Гран-Гузье. Ну, естественно, и Гаргантюа тоже, потому что он его сын, и для него эта ситуация также печальная. И сейчас мы с вами оказываемся в четверке мечей. Они сейчас оказываются, наши герои, в том положении, когда битва еще не выиграна. Они берут паузу. Для чего? Для того, чтобы подумать. Для того, чтобы поступить подобно грекам, не считая эту войну войной, а считая ее в большей степени смутой, соблюдая величайшую умеренность и, если возможно, всякими способами избежать. Гран-Гузье говорит о том, что он и до сих пор, хоть и вы называете это войной, я же не называю это войной, потому что не проникла она в тайники наших душ, ибо честь ни у кого из нас не была задета. И речь, в общем-то, идет лишь о том, чтобы исправить ошибку, допущенную нашими людьми, на которой можно было бы посмотреть сквозь пальцы, чтобы было бы правильно сделать. Все его слова, все его увещевания, он взывает к разуму, он взывает к душе, он взывает к прошлому положительному опыту. И все это предназначено для того, чтобы правильно пройти урок по тройке мечей и перейти с правильным настроем и пониманием в пятерку мечей. Именно верное прохождение четверки мечей позволяет стать победителем в пятерке. Здесь есть несколько сторон, точнее две, хоть и представлено там у нас 3 персонажа. Тот, кто победил, и тот, кого победили. И теперь спросите себя, несмотря на казавшуюся мягкость, несмотря на то, как вел себя Гран-Гузье, как вел себя Гаргантюа, кто вышел в итоге победителем в стычке между Фанфароном и нашей компанией? Конечно же, наши друзья. То, как они повели себя в этой карте в четверке мечей, дало им возможность выиграть, идя из тройки мечей, точнее, уже в ней побывав. Это уже какой-то печальный опыт. Мы оказываемся в четверке мечей, где мы размышляем и рассуждаем о том, как нам поступить, чтобы перейти потом в пятерку мечей и там оказаться победителями. Эта карта описывает состояние человека
ищущего искупления, прощения, искренне раскаивающегося, обдумывающего прошлую жизнь и вырабатывающего линию поведения на будущее. Снова-таки отсылаю вас к Гран-Гузье, к прошлым главам, к 7 жезлов, к 9 жезлов и к сегодняшней карте. Все поведение Гран-Гузье говорит о том, вы сами, читая эту книгу или слушая о том, что я читал, а вы сами считаете Гран-Гузье и Гаргантюа виноватой стороной? Вы считаете, что они виноваты в том, что началась война? На первый взгляд кажется, что нет. Но абсолютно искренне Гран-Гузье так не считает. Он абсолютно искренне уверен в том, что и его вина есть в этом. И он делает все возможное для того, чтобы раскаяться. Он ищет искупление, он обдумывает прошлую жизнь и вырабатывает линию поведения на будущее. Вспоминайте все его попытки примириться с Пикрахолом, отправить ему множество азов лепешек, отправить ему деньги, и всякими способами. Было просто показано, что это человек благоразумный, человек, который глубоко размышлял по 4 мечей для того, чтобы понять, какую ему линию поведения выстроить в будущем. И человек, который искренне раскаивается. Что такое раскаяться? Раскаяться не просто попросить прощения. Это не просто теперь не делать так, как ты делаешь, а по возможности исправить те ошибки, которые уже совершены. Если по 3 мечей были допущены какие-то ошибки, представьте, ведь в 3 мечей также есть 2 стороны. Есть та сторона, которая причиняет боль, и та сторона, которой причинили боль. Гран-Гузье считал, что он также может быть в чем-то виноват. Он также мог причинить боль посредством своих людей, которые, может быть, не совсем благоразумно поступили. В чем я, честно говоря, не согласен. Но Гран-Гузье даже маленькую крупицу какой-то неправости своей хочет искупить своим поведением. Человек созерцает и осмысливает прошлый опыт и свое место в мире. И его внешняя активность при этом заметно ограничена, чтобы его ничто не отвлекало от этого насущного занятия. Ему предоставляется место и время, чтобы побыть один на один с собой, увидеть истинную суть прошлых ситуаций и подготовиться к грядущим событиям и переживаниям. Все сводится к тому, что у человека есть сейчас время свободное. Он не занят никакими делами визуально, кроме того, что у него происходит в голове. Кроме постоянного прокручивания прошлого, произошедшего какого-то опыта и выработки стратегии, что же делать, чтобы будущее сложилось наилучшим образом. Это не завершение ситуации, еще раз напоминаю, это не 10 мечей. Будущее – это не выход из ситуации. Это сейчас настолько промежуточный этап, что впереди еще много чего предстоит сделать. Но сейчас это вынужденная, если хотите, вынужденная либо лично вами, либо внешними обстоятельствами ситуация, которую нужно прожить, чтобы будущее было хорошим. Не игнорируйте ее. 12-й дом, зодиакально имеется в виду, это место исцеления старых ран, искупления кармических долгов и отмаливания кармических преступлений. Недаром предыдущий аркан – это 3 мечей, владыка боли, причиненной нам или нами. Это заточение может быть внутренним, духовным, а может быть и внешним. 4 мечей – один из сильнейших индикаторов госпитализации и тюремного заключения. Об этом будем подробнее говорить в 12 доме, но я думаю, вы уже догадываетесь, что этот 12 дом и наша 4 мечей очень тесно взаимосвязаны. Прям такой намек на Сатурн. Это гробница и колыбель одновременно. Место накопления, концентрации и преобразования. В этом замкнутом пространстве должна произойти очень важная трансформация. Вот интересное сравнение. Это гробница и колыбель. Если вы анализировали, думаю, что так оно и было, аркан смерть, или в целом как таковую смерть, ведь спору нет, это негативное явление. Но смерть, где смерть, там и жизнь. То, что умирает, то дает жизнь и рождение новому. И по большому счету момент нашего рождения, он уже подразумевает то, что мы однажды умрем. И
И здесь идет речь о том, что вот это самое заточение является одновременно и гробницей, и колыбелью. Вроде как бы с одной стороны заточение, а с другой стороны, что значит колыбель? Там что-то рождается, в этот момент что-то происходит, какие-то важные трансформации, какие-то важные перемены внутри человека. Это ли не есть тот самый намек тоже на аркан смерть, но которое происходит внутри нас, что-то умирает, а что-то дает рождение новому. Что-то мы переосмысливаем по тройке мечей, что-то мы убиваем в себе в этом моменте, чтобы перейти потом в пятерку мечей как рождение чего-то нового, какого-то выхода, если хотите, из ситуации сложившейся, патовой. Вспомним предыдущую тайну. Это тройка мечей. В четверке происходит избавление от страдания. Горе исцеляет само себя. Я думаю, все мы с вами имеем опыт, когда, переживая горе, мы его переживали. Так и говорится, что это горе можно пережить. Или еще говорят, время исцеляет. Но порой не только время, а все наш мир так устроен, мы так созданы, что та боль и страдания, которые происходят и которые приходят в нашу жизнь, они помогают нам его пережить. Это как если бы мы физически не ощущали боли, которую нам причиняют внешние обстоятельства. С одной стороны, казалось бы, это хорошо. Вот я бы хотел не чувствовать никогда боли. Но это не хорошо, это плохо, потому что мы бы не дожили с вами и до 10-летнего возраста, потому что мы бы или утонули, или разрезали бы себе руки, или сожгли бы себя заживо, потому что не ощущали бы боли. Боль, она мало того, что как является индикатором того, что это не туда, не лезь, это как грабли, на которые ты наступаешь, но это же помогает тебе и пережить, переосмыслить, и потом заново не соваться туда. Я так просто перевел это уже в больше такую канву чисто физических ощущений, но, конечно, это происходит в душе человека. И четверка мечей помогает нам исцелиться от тройки мечей. Именно, значит, четверка мечей закрывает человека на замок, а эго наше может возмущаться и протестовать. Свое эго превозвысили внутри себя, оно победило нас, оно отказалось переживать эту боль и страдания. Если хотите, мы раньше вырвались, чем положено, из четверки мечей, поспешно. И от этого не прошли урок, и от этого в пятерке мечей оказались проигравшими. Карьера. При внешнем бездействии карта может указывать на период напряженной внутренней работы и тщательного планирования, ночных бдений и размышлений. То, что делалось до этого, было не вполне эффективно. Да? Вспоминаем с вами тройку мечей. Почему человек оказался в четверке мечей? Потому что тройка была. А что это значит? Что то, что делалось, не совсем надо было его делать. Не совсем оно было эффективно. Если еще раз пойдешь тем же путем, снова окажешься в той же ситуации. Вынужденная остановка проекта ради накопления ресурсов. И это будет у нас очень хорошо перекликаться. Все, что мы сейчас говорим с 12-м домом. И, конечно же, перекликается это у нас и с девяткой жезлов, о которой мы с вами в прошлый раз говорили, с Сатурном, с отшельником, потому что это и есть, по большому счету, почти одно и то же, с повешенным и с умеренностью. Если хотите, повешенный, вот он, четверка, он сам себя подвесил. Только в значении младшего аркана. Умеренность, потому что неспешность в наших действиях, потому что взвешенное какое-то поведение. Так вот, тройка мечей – это у нас как те грабли, на которые мы наступаем снова и снова. Четверка помогает нам осмыслить, что не иди сюда, переосмысли свой путь. Я сейчас о карьере говорю. Четверка помогает нам проанализировать ситуацию и понять, что нет смысла поступать так же, нужно сделать что-то по-другому. Тебе сами обстоятельства об этом говорят. Например, если ты уже сам не в состоянии, то что-то так складывается вокруг, что ты понимаешь, надо выбрать другой путь. Ну, например, клиент недоволен. Да? Это может быть такая простая банальная ситуация, которая всем очевидна. Но это и есть та самая тройка мечей. То есть какие-то такие болезненные ситуации, которые вас остановили, застопорили. Клиент позвонил и сказал, что, мол, я хочу вернуть товар, и вы понимаете, боже мой, что теперь делать? Вынужденные. До этого сами не хотели анализировать ситуацию. Вот внешние обстоятельства вас заставляют сесть и подумать, как теперь мне поступить, чтобы оказаться победителем. Не нагнуть клиента
а как оказаться победителем, как вырулить эту ситуацию, как Гран-Гузье поступить. Многое зависит от того, мы пришли в четверку добровольно или вынужденно. Вот то, о чем я только что сказал. Мы сами остановили момент в нужное время и закрылись, оградились от всех, взяли паузу на подумать. Или уже дошло до того, что внешние обстоятельства заставили это сделать в нашей карьере. Финансы. Это отрешенность от проблем, связанных с деньгами и имуществом. То есть не время сейчас об этом решать что-то, да? Значит, отрешенность. Ситуация есть, какая-то, может быть, возникла, какой-то конфуз, какое-то недопонимание, что-нибудь связанное с деньгами, подвисло прямо. Или вы подвесили эту ситуацию. То есть сейчас не время действовать по этой карте, время подумать, проанализировать, взять паузу. Ожидание лучших времен. Но не просто пустое ожидание, мол, ты махнул на это, отошел в сторону, стал заниматься другими делами. Так может показаться на первый взгляд, но внутри у тебя идет мыслительный процесс. Ты переосмысливаешь тройку мечей. Материальные потери может означать. Потому что денежка может капать, а вы в этот момент ничего не делаете. В то же время карте нередко приписывается и хорошее экономическое мышление, умение принимать верные взвешенные решения после тщательного анализа. То, чем и занимался Гран-Гузье и Гаргантюа. Они, представьте, что там речь бы шла о деньгах, а так или иначе, когда воюют две страны, речь идет о деньгах. И в конце концов, о больших деньгах. Потому что, как я уже говорил на прошлой лекции, Гаргантюа получил полностью все королевство Пикрахола, сам того не желая. А что хотел Пикрахол? Он хотел все королевство Гаргантюа, Гран-Гузье себе получить. Поэтому вот эта четверка, вот это вот анализ, взвешивание, продумывание тщательное, оно как раз и говорит о том, что будут приняты верные взвешенные решения. А к чему они уже приведут, покажут следующие карты расклада. Если мы говорим о следующей карте пятерка мечей, к победе в финансовом вопросе. В отношениях. В отношениях эта карта может описывать 3 разных состояния. Первое – это добровольное пребывание вас вот в таком уединении, в таком состоянии положения, в своем личном пространстве. Второе – это вынужденная изоляция, когда у человека объективно отсутствует возможность что-либо изменить. И третье – это внутреннее заточение, которому человек не находит объяснения, его словно отгораживает от мира стеклянная стенка. То есть это очень похоже на первое, только первое было добровольное внутреннее заточение, да, вот человек ушел как бы в себя поразмыслить, а здесь аналогичное, но такое какое-то психическое состояние, не вызванное лично вашим желанием, но которое просто пришло и есть. Но внутри, вроде бы вы не изолированы, вы не попали никуда, вас не оградило обстоятельства от контакта с людьми, но как будто бы стеклянная стенка, что-то препятствует, что-то мешает. И, естественно, такое ощущение может мало того, что раздражать, приходит еще и непонимание, что это и что с этим делать. Иногда это холодность человека, который обжегся на молоке. Помните? Он теперь будет и на холодную воду дуть. А почему? А потому что тройка мечей. Вспоминайте предыдущий аркан. Почему сейчас человек себя так ведет? Выпадает на вопрос заданный ответ девушке. Почему себя так парень ведет? Потому что у него есть негативный опыт. Человек в прошлом обжегся на молоке, теперь он дует на воду. Да, ты не та, с которой у него был такой негативный опыт. Но он, помня этот свой пережитый страх, теперь хочет сделать превентивные меры. Он делает все возможное для того, чтобы такая ситуация не повторилась. И теперь не просто все возможно, а он и палку может перегнуть. Объективно, ты ничего не сделал для того, чтобы он так с тобой себя вел. Но пережитая тройка мечей из прошлого заставляет его вести себя сейчас именно так. Это не навсегда. Даже если надолго, но не навсегда. Это истощенность стрессом, может быть, неудачами, ссорами с партнером. В то же время четверка мечей дает возможность после разрыва по тройке мечей более хладнокровно оценить отношения
и принятое тогда решение, и поступить в будущем более верно по пятерке мечей, выйдя победителем либо для самого себя, имеется в виду в своей жизни, да, уже партнера давно может и не быть рядом. А если с ним еще как-то остались какие-то отношения, то, значит, с прошлым партнером решить вопросы нерешенные так, чтобы выйти победителем. Так или иначе, вспоминайте Гаргантюа и Грангузье. Они сейчас находятся в четверке мечей. Они ведут... Представьте, что фанфарон, противоположная сторона фанфарон и пикрохол, представьте, что это взаимоотношения как бы с близкими людьми, с партнерами по жизни. Что, в принципе, так и было до этого. То, как они себя ведут сейчас по четверке мечей, дает им право и возможность выйти скорыми победителями по пятерке мечей в ближайшем будущем, что и происходит, только благодаря этой четверке. Мало того, что это помогает им пережить негативный опыт из прошлого по тройке мечей сейчас, чтобы это не так болезненно было. Они благоразумно сейчас поступают. Камень, я уверен, с души каждый раз падает у Грангузье, когда его Господь Бог, когда его Сатурн, когда и высшие силы и карма его сталкивают с этими уроками. Ведь Грангузье этого объективно не заслуживал, такого отношения к себе. Мы так можем подумать. Но почему-то же с ним это произошло. И с Пикрохолом тоже, с другой стороны. Но с ним-то ладно. Почему это случилось с Грангузье? Для того, видать, чтобы он прошел какой-то урок, чтобы он мог выработать в себе ту самую четверку мечей, чтобы он мог выработать в себе семерку, Гаргантюа защищая, чтобы могли выработать девятку, чтобы пройти уроки по Сатурну, по 12-му дому. Возможно, именно этого им в жизни не хватало. Чтобы потом лучше отыгрывались их другие зодиакальные дома. Эта карта может указывать на отсутствие каких-либо чувств. На отсутствие. Нежелание проявлять инициативу и делать какие-то шаги навстречу. Позиция на ней изображена, мягко говоря, пассивная. То есть, как это часто бывает, взаимоотношения, расклад вокзал на двоих, взаимоотношения между парнем и девушкой. И из позиции парня выпадает такая карта. Но объективно девушка говорит: да у нас, в принципе, все нормально, то есть мы не поругались, человек не ушел в себя. Но о чем эта карта говорит? Карта говорит о пассивности. Карта говорит о том, что человек будет находиться в том положении, в котором он находится последнее какое-то обозримое прошлое, и дальше. Он и дальше будет находиться в таком же положении, значит, его, в принципе, все устраивает. Это имеется в виду, если нет каких-то реальных негативных карт, которые бы говорили о том, что был какой-то прошлый негативный опыт по тройке мечей прожитый, и поэтому сейчас человек так осторожничает и не спешит. Хотя оно второе не исключает. Дело в том, что чаще всего можно посмотреть поверхностно на данную ситуацию по внешним обстоятельствам, не копаясь вглубь, не заглядывая в первопричины почему, а заглянув, можно, в общем-то, и докопаться до той самой тройки мечей. В реверсе, в перевернутом значении, в общем и целом, эта карта говорит о том, что несет своего рода какой-то позитивный смысл, что может быть окончание затянувшейся изоляции. То есть мы из нее выходим, особенно когда есть понимание динамики. Когда, например, делались расклады до этого, или как там прошлое, настоящее, будущее, или в Кельтском кресте можно увидеть, что было некое там прошлое, как оно выглядело, и теперь ты понимаешь, что эта карта – это как выход из ситуации, которая затянулась, с изоляции. Это хороший будет показатель для человека, которому четверка мечей до этого не раз себя являла прямой. Период мира и покоя подходит к концу. Это может быть не всегда хорошо, да? Если в таком случае было перемирие, то теперь завершается этот период покоя и мира. Впереди необходимость вернуться к текущим делам. Это может быть и выход из заключения, в буквальном смысле, и выход из болезни, какой-то тоже тяжелый и затянувшийся. Он не будет быстрым, это не будет моментальное выздоровление сродни воскрешению человека. Нет, это скорее будет как человека перевели из реанимации в обычную палату, и он теперь потихонечку учится ходить. Но, тем не менее, это тоже уже из лежачего положения, и человек начинает двигаться. Как будто человека, которого вырвали внезапно из медитации.
Что-то мешает очень нужному отдыху сейчас, не дает покоя. А вот в данном случае это будет как негативный проигрыш. В принципе, человеку следовало бы еще находиться в прямой четверке. Ему еще нужно было там пребывать. А его уже начальник дернул на работу. А он уже позвонил, сказал: бегом сюда. Мало времени прошло. Еще не был пережит какой-то опыт. Еще человек не выработал стратегию, как действовать по пятерке мечей. А его уже дернули. К чему это может привести? К печальным последствиям по пятерке. Он может быть еще зеленым, незрелым. И плохо отработать свой урок по пятерке мечей. И быть там проигравшим. И снова вернуться. Куда? Не в четверку, в тройку. Снова мечи будут воткнуты в его сердце. И вот вокруг этих карт можно долго ходить по кругу. Тройка, четверка, пятерка. Тройка, четверка, пятерка. А все почему? А потому что вот здесь ты игнорируешь это время. Ты не даешь достаточно пострадать и хочешь как можно быстрее. Твое эго говорит: не хочу страдать, хочу благоденствовать. И пытаешься вырваться из этой. Рано вырываешься. Потерпи еще немножко, посиди там, пострадай, подумай. Перевернутая четверка мечей означает несвоевременные действия и предупреждает о том, что действия должны быть очень осторожными и спланированными, как предупреждение своего рода, да? Коль это уже четверка перевернутая, либо как в виде совета выпадает, это значит, что действия должны быть как по аркану умеренность, потихонечку переливать из одной чаши в другую, менять одну форму на другую, неспешно. Предлагаю переместиться сейчас в 12-й зодиакальный дом, и вы сейчас просто будете прозревать насчет того, насколько 12-й дом – это четверка мечей. 12-й дом. 12-й дом представляет непосредственное участие человека в эволюционном развитии Вселенной, что на определенном уровне может быть характеризовано как безличное служение Богу. Я хочу сразу внести ясность насчет того, что такое безличное служение Богу. Безличное служение – это состояние человека, когда он делает то, что должно быть сделано, не получая вознаграждения и не оставляя никакого отпечатка своей личности на результатах своей деятельности. Делает то, что нужно сделать, а вот нужно – такое интересное понятие. Что значит нужно? Кем нужно, кому нужно, для кого нужно? А вот это и определит наш уровень прокачки от 1 до 4. В общем, служение, то есть нужно делать то, что нужно, а безличное – ты, когда делаешь добро, пишется в Библии, да, то пусть твоя правая рука не знает о том, что делает твоя левая рука. Вот это и есть безличное служение. В том, что ты сделал, не должно остаться отпечатка. Кстати, хочу сразу еще напомнить, что 12-й дом оппонентом является к 6-му дому. А 6-й дом мы с вами разбирали в 8-ке пентаклей. Это у нас был Вооз и Руфь. И там мы также с вами говорили не о Сатурне, мы с вами там говорили о Пруденс, о благоразумии, но это очень похоже тоже будет с Сатурном. И очень похоже с 12-м домом. Помните вот это лицо, собранное из 3 лиц? Мы сейчас находимся в настоящем, оглядываемся в прошлое, перенимая опыт прошлого, принимаем сейчас решение для того, чтобы не испортить будущее, точнее, чтобы оно для нас было хорошим. Та же история, вот наша 4 сейчас, 3 предыдущая, 5 следующая. Это у нас была 8 пентаклей, это у нас был 6-й дом, а сейчас 12-й. Помним, для того, чтобы нам полнее разобрать любой из домов, стоит всегда помнить дом противоположный. 6-й дом – это было служение, но не безличное как раз, а такое очень даже с характерным отпечатком. И помните, на 2-м, на 3-м уровне прокачки там обязательно сквозило мастерством. Это человек, который отдается, помните, человек сидит и пентаклики клепает в традиционной колоде Уэйта. Человек, который входит в кайф своей работы, он ее делает как хобби, не ожидая, что ему за нее заплатят. Он просто ее делает как величайший мастер. И очень часто на разных уровнях прокачки в этих его работах прослеживается отпечаток мастера. А в 12-м говорится, во-первых, что о безличном служении ты просто делаешь что-то полезное,
для общества, для эгрегора, в котором ты находишься, не оставляя отпечаток своей личности. Давайте теперь подробнее разбирать. Значит, охарактеризованы как безличное служение Богу, высшим силам, абстрактному идеалу, человечеству в целом, в зависимости от способа осмысления мира человеком. Отречение от личных интересов и определение жертвы вначале не является обязательным. Абсолют как бы просит человека об услуге. При этом прямая необходимость отсутствует. Но при систематическом отказе в какой-то момент, а иногда и при следующих воплощениях, 12-й дом включается императивно. Что значит императивно? Насильно. И тогда человека ждет тяжелая, длительная, неизлечимая болезнь, больничная койка, тюремное заключение, полное одиночество, тяжелая, бессмысленная работа или другие принудительные жертвы. Теперь вы понимаете, почему Сатурн так тесно связан с 12-м домом? По своему смыслу. Потому что, в принципе, речь идет об одном и том же. Сатурн также предупреждает, как учитель на уроке тебя указочкой легонько по лбу шмяк, для того, чтобы на экзамене ты все сделал правильно, для того, чтобы ты сейчас уже проходил эти уроки. Так и 12-й дом. Он как бы просит человека об услуге. При этом прямая необходимость отсутствует. Но если так происходит много раз, это как, знаете, такая добрая, заботливая мама. Раз сказала сделай, другой, третий, 5-й, 10-й. А потом лозиной как шмяк. Ну сколько же можно тебя просить? Ну что такое? Ну что ты такой невменяемый какой-то, да? Давай, мол, делай. И нам кажется, ну какая мама такая злая и недобрая. Ну так она 15 раз тебе уже говорила, а ты сидишь, занимаешься своими делами. Там, не знаю, кота мучаешь, за хвост тягаешь, например. Чего не следует делать ни в коем случае. Но мама добрая, она тебя любит больше, чем, например, кота. Да? Она тебе предупреждала. А потом, чтобы под рукой было, как дала тебе, чтобы тебе зачесалось в одном месте. Но, может быть, это несколько негативный пример, но примеры жизни, думаю, у каждого была, как минимум, если не такая же, то подобная ситуация. Кармический смысл 12-го дома заключается в том, что человека учит работать с завязанными глазами плохими инструментами. Это прямой намек на 6-й дом. Попутно воспитывая в нем бескорыстие, внутреннее спокойствие, умение понижать свой внутренний ритм и слушать в одиночестве тихий голос Абсолюта. Удачное сравнение Авессалом Подводный приводит по поводу того, что в 12-м доме человеку поручают некую работу, с одной стороны, а с другой стороны, все, что его окружает вокруг этой работы, делает эту работу неудобной. Инструменты тупые, завязанные глаза, при этом воспитывается в нем бескорыстие, внутреннее спокойствие. Я, по-моему, в 8 Пентаклей как раз говорил о том, что в восточной культуре, в дальневосточной, у китайцев, у японцев, есть такое понимание, что нет, это основано на религии, нет неблагодарной работы. В любой работе ты можешь постичь дзен, в любой работе ты можешь достичь просветления, чем бы ты ни занимался. Помните сад камней, я приводил в пример, вот эти расчесанные грядки из гальки. Человек, который моет посуду, который готовит лапшу, он в равной степени может достичь просветления, как и человек, который занимается какими-то боевыми искусствами, например, да, что может в обществе более высоко цениться в социальных каких-то слоях. Когда человек всему этому научится, ему снимут повязку, дадут совершенные инструменты и ясное задание, но выполнить его он сможет только с помощью приобретенного опыта, знаний и умений. Не дадут ему сразу ни хороший инструмент. Пример с автомобилем. Я не знаю, как, например, было у вас. В моей жизни, в моменте, когда приходилось сесть за руль своего автомобиля первого, было понимание того, что первая машина должна быть недорогая, по возможности бэушная, и на которой не жалко попасть в ДТП. Это было в теории, в практике у меня так не случилось, но
не отменяет, во-первых, грабление никто не отменяет в моем случае, а во-вторых, не отменяет того, что я прав в том, что я сейчас сказал, что учиться лучше на том, что не жалко испортить. И только потом настоящий мастер-ювелир тебе доверит и камень, и оправы, и инструменты, те, которые он уверен, ты теперь точно не испортишь, потому что ты научился ездить на копейки на механике. Конечно же, ты сможешь ездить и на Альфа-Ромео. Спору нет. 12-й дом воспитывает человека в связи со всем остальным миром, вырабатывая в нем милосердие, сострадание, в том числе и к врагам. Вот вам, Гран-Гузье. А мы ведь с вами не знаем. Было ли то самое сострадание у Гран-Гузье к его врагам до этого? Как много ему пришлось внутри себя страдать, переживать все эти события. Быть может, только благодаря всему тому, что произошло с ним, он и смог так успешно пройти 12-й дом, выработать его в себе. Никто не говорит о том, что у него это было с рождения. Возможно, именно Господь, Абсолют, и создал эти ситуации для того, чтобы он прошел эти уроки. 12-й дом воспитывает человека в связи со всем остальным миром, вырабатывая в нем милосердие и сострадание, умение бескорыстно прощать и верить людям, не имея для этого оснований. Ситуация с фанфароном. Это просто, вот оно, слово в слово. Я мог бы зачитать это и сказать, что эти слова были записаны здесь, потому что они говорят об одной и той же ситуации. Мы сейчас теперь поговорим с вами о разных уровнях прокачки 12-го дома, начиная с первого, с самого низкого. На первом уровне проработки 12-го дома человек сколько может старается этот дом 12-й, игнорировать, не слышать его. Идея безличного служения ему чужда. Безличное служение? Что это такое? О чем ты? Чтобы я что-то делал просто так, да еще и так, чтобы об этом никто не знал, чтобы я не раструбил всему миру об этом, чтобы я мамочке не похвалился, какой я у нее молодец. Нет, это не про меня, я так не хочу. Эго включается, да, такое наружу лезет прям. Вкупе 6-й с 1-м домом. Идея безличного служения ему чужда. Заточение и одиночество в любых видах этот человек избегает, а жертвы понимает только в отношении себя любимого. Кто жертва? Кто пострадавшая сторона? Я пострадавшая сторона, меня обидели, мои лепешки растоптали, пикрохольчик. Если 12-й дом включается императивно у этого человека, то есть насильно, много раз было предупреждений, закончились предупреждения, все, императивно включаем 12-й дом, и человек, например, попадает на больничную койку или вынужден ухаживать за тяжело больным родственником, то он старается себе создать иллюзорную реальность и всячески в эту иллюзорную реальность уходить и в ней больше жить и проживать свою жизнь. И тяжело вздыхать, как ему, бедному и несчастному, не повезло, и смотреть на окружающий мир враждебно, потому что в мире-то все так сладко, как мармеладка, замечательно происходит. А ему одному не повезло, и от этого так будет сильно контрастировать, он будет не любить тот внешний мир и будет так жалеть себя. От тяжелой и бессмысленной для себя работы он откажется. А если обстоятельства все же заставят ее выполнять, остро ощутит полную бессмысленность не только этой работы, но и вообще своего существования в мире и мира как такового с такими правилами и принципами. Смирение для этого человека тождественно слабости, а понятие силы духа и высшей воли он считает спекулятивным и демагогическим. Чем, мол, тут ты мне втираешь? Я знаю, ты помыкаешь мной, рассказывая о какой-то силе духа, о выработке воли. Ты, мастер, давай, учи меня кунг-фу, я не хочу мыть посуду. Помните, я тоже на какой-то из лекций говорил, что мастер специально может заставлять его делать
какую-то рутинную, непонятную, грязную работу, мыть посуду, готовить еду, мыть полы, только для того, чтобы выработать необходимые качества в этом воине. Я не дам тебе еще инструменты. Да? Я не научу тебя кунг-фу, я не научу тебя скрытым приемам, потому что у тебя эго высокое. Ты этими инструментами воспользуешься во вред миру окружающему, а значит и себе. Необходимо выработать у такого человека смирение. А для него смирение на первом уровне тождественно слабости. Понятие силы духа и высшей воли он отрицает, считая это спекулятивным. Но переходим на второй уровень прокачки 12-го зодиакального дома. Человек по-прежнему не понимает, что такое безличное служение. Но теперь в ситуации, когда он вынужден потратить некоторое количество времени и сил на явно бессмысленную деятельность, уже не вызывает у него такого явного протеста. То есть, когда императивно что-то у него включается, имеется в виду 12-й дом в каких-то действиях, то он уже не так явно протестует, он уже не пытается отказаться от этой работы. Что-то там где-то у него щелкает. Еще не понимает, что такое безличное служение, да, чтобы я делал что-то бесплатно, просто так. Еще при этом человека могут унизить. К длительным периодам заточения человек относится отрицательно, но короткие моменты может и приветствовать, как возможность отключиться от мира, понизить внутренний ритм и отдохнуть. Речь идет о коротких моментах. О длительном заточении каком-то, вынужденном пусть даже, то есть пребывание на больничной койке, уход за тяжело больным, близким, например, будет восприниматься крайне негативно. И любые такие длительные какие-то уединения для него нетипичны и воспринимаются крайне болезненно. А вот короткие промежутки, да, это пожалуйста. К милосердию, особенно к врагам, не склонен. И вообще к этому понятию относится скептически. Что значит милосердие? Я сильный, я личность. Этот человек понимает, что в некоторых жизненных ситуациях необходимо самоотречение. Такое понимание есть. Да? Вот есть абстрактные какие-то жизненные ситуации, и там самоотречение. Да? Человек, что такое самоотречение? Человек отказывается от выгоды для себя, от того, что ему хочется, что ему удобно, выгодно, отрекается от этого, самоотречения. Иногда кто-то должен принести себя в жертву другим. Но сам он очень бы не хотел оказаться на этом месте. То есть, в принципе, допускает такую возможность, да? Не является это уже таким спекулятивным, демагогическим. Но я пожелал бы, честно говоря, уйти от этой ситуации. Кто-то другой. Есть тут герои еще рядом, кроме меня? Нет никого? Ну, так я пойду тихонечко. Способных на самоотверженное поведение и поступки он уважает и восхищается силой их духа. Это вот будет уже вторая ступенечка. А третий уровень проработки 12-го дома – безличное служение имеет в его жизни большое значение. В такие моменты он чувствует свою необходимость не конкретным людям или коллективам, а чему-то несравненно более высокому. Но точно понять и выразить эти свои ощущения человек не может. То есть понимание безличного служения для него уже имеет большое значение. И не просто какой-то конкретной группе людей, без конкретики, а вот есть такое какое-то ощущение, понимание, что это чему-то более высокому, что это для эгрегора, для абсолюта, для мира в целом делается, не для этой конкретной группы людей. Хотя ты действие делаешь для нее или даже для конкретного одного человека, но ты как будто бы выходишь за рамки всего этого. Но пока объяснить эту связь еще не можешь. Возможно, большие мистические откровения приходят на этом уровне не очень часто, но как только человек оказывается в заточении, у него возникает ощущение тонкой связи со всем миром. Вот наше заточение, вот наша четверка, вот человек уединился в келье и спрятался. И там приходят некие инсайты, и там приходит откровение, и там приходит ему связь с тонким миром. Когда мы с вами уединяемся, откуда мы черпаем эту информацию? Нам кажется на первый взгляд, что это просто мысли, которые рождаются у нас в голове. Но ведь у вас было такое, когда
У вас этой мысли не было до этого, когда вам как будто бы кто-то вложил ее в голову. Было такое ощущение? Вот это и есть связь с тонким миром. Это и есть ощущение и понимание того, что мы все связаны, что мы как будто бы к чему-то подключены. Если хотите, вспомните фильм «Аватар», когда у них вот эти вот были их хвосты, и они подключались к своей вот этой вот природе, к своему дереву, к матушке земле, коллективному бессознательному, и оттуда черпали ответы на свои вопросы. Вот оно и есть. Человек уединился, только нам для этого не надо что-то физическое в виде хвоста. Нам достаточно чего-то невидимого. Мы можем подключаться к этому и черпать оттуда и ответы на свои вопросы, и искать там утешение, и находить способы и выходы из сложных сложившихся ситуаций. И там нам могут приходить ответы на вопросы, ответы, которые ранее не существовали в нашем сознании. В подсознании, да, но не в сознании. На этом уровне переосмысливается жизненное страдание, которое человек перестает отрицать, воспринимая как важную разновидность эволюционной работы. То есть страдания теперь, мало того, что человек их не отрицает, он их считает необходимыми, он считает их как таковыми, что должны быть для того, чтобы он развился. Этот человек знает, что наделен очень большими скрытыми возможностями. И когда возникает необходимость научиться работать плохими инструментами, он чувствует, что это лишь подготовительный этап. Он не ропщет на то, что почему ты мне даешь эти тупые инструменты, да? Почему ты меня поставил, о Боже, Господи, почему ты меня поставил в эту ситуацию, такую неудобную, такую непрактичную, такую неприглядную, не похвалиться, не рассказать никому. Он понимает, что это лишь тупые инструменты. Он ощущает это как будто бы под коркой мозга своего, что это лишь подготовительный этап. Научившись сейчас выйти из этого, ты перейдешь в нечто большее. Нечто большее – это 4-й уровень прокачки 12-го зодиакального дома. И на этом уровне человек видит или угадывает безличную волю Абсолюта во многом происходящем вокруг него. Он хорошо видит карму и рассматривает непосредственное служение Абсолюту как естественную и наиболее творческую часть своей и чужой жизни. То есть то, о чем на 3-м уровне он только догадывался, не видя конкретных связей между причиной и следствием, то сейчас он их уже явно видит и ощущает, если не во всем, то во многом. Он видит жертвы и жертвование собой не только там, где они заметны окружающим, но и во многих других моментах жизни, и понимает, как и когда их следует приносить, а главное, какую роль они играют в судьбе не только его, но и людей. То есть человек уже не смотрит на те ситуации, где он может сделать безличное служение, но оно непременно будет замечено. Он готов сделать безличное служение в том случае, когда об этом не узнает никто никогда. Ему сейчас 25 лет, он делает безличное служение в надежде, что через 10 лет об этом узнает кто-то. Нет, никто и никогда не узнает о том, что ты был хорошим, классным парнем. Вот это и есть высшее проявление безличного служения. А работа при этом может быть важная, тяжелая. От этого, кажется, и неблагодарная, потому что никто и спасибо не скажет. Любой кармический узел развязывается в результате жертвы, но она бывает возможна не при любых условиях, и к ее принесению иногда нужно долго готовиться. Честно говоря, я, когда читаю слова из 4-го уровня прокачки, многие из них для меня остаются закрытыми. Я понимаю это не потому, что так сложно написано, а потому что я не понимаю, что такое 4-й уровень, того, что он от меня очень далек. Как это не прискорбно признавать. Поэтому надеюсь на то, что вы эти слова воспринимаете несколько по-другому, чем я. Для этого человека характерно отсутствие внешнего напряжения в ситуациях 12-го дома. Да, помним, что такое 12-й дом. Для него 12-й дом, его он не напрягает абсолютно. Его одиночество и самопожертвование никого не тяготят.
хотя часто могут служить примером. То есть ни ему от этого неплохо, ни окружающим от этого неплохо, но со стороны могут служить примером. Да? Вот помните, на первом уровне, даже точнее на втором, человек говорил, что он знает, что есть те, кто готов на самоотверженное поведение и поступки, он таких людей уважает, восхищается их силой духа, но без меня, да, это не про меня. Так вот, сейчас как раз вот этот человек на 4 уровне прокачки, его могут замечать, хотя он сам этого не ищет. Под 12-м домом он воспитывает в себе смирение перед волей Абсолюта и духовную выдержку и формирует высшую волю, которая затем материализуется под другими домами. Это ли не Сатурн, это ли не те уроки, которые мы должны и по Сатурну также вырабатывать? Помните? Смирение, терпение, усердие. То есть все эти действия, которые предполагают, что мы ограничены, стеснены в обстоятельствах и в условиях. И хотя нет, казалось бы, прямой связи между 12-м домом и Сатурном, потому что управителем 12-го дома не является Сатурн, но проживание уроков по Сатурну, они помогут вам проживать так же легко и 12-й дом, потому что вы самостоятельно можете стеснять себя в обстоятельствах. И когда такое потребуется от вас, вы с готовностью это воспримете. Вы поймете, что здесь, если не я, то кто, как говорится, да? Вы просто берете и делаете. Для этого уровня характерна работа непосредственно в эгрегоре. И слабый отпечаток, тень 6-го дома, индивидуальности человека остается именно там. Что такое непосредственно эгрегор? То есть, предположим, вы психолог, да, и, соответственно, ваш эгрегор это будет вот это вот все скопище, все, что связано с психологией. Если вы таролог, аналогично, все, что связано с вот с этим, да, тут уже ваш эгрегор может быть более узким, он может расшириться, туда может захватиться и одна религия, и вторая, и психология в том числе, и ряд каких-то других наук, псевдонаук, течений, философий, которые будут формировать этот самый эгрегор. И из-за того, что у нас, помните, 6-й дом, да, это у нас такая самоотверженная работа, мы сейчас о 6-м доме чуть-чуть буквально я поговорю, именно о 4-м уровне проработки. Но все-таки небольшой отпечаток, но вы можете оставить. Не имея на то явного желания и намерения, у вас есть намерение просто безлично служить, но внутри эгрегора отпечаток слабый оставить можете. Ну, как такой некий авторский почерк. Написали книгу, хотите или нет, вы ее писали совершенно с иными намерениями, потому что вы понимали, что эта книга поможет миллионам людей решить свои проблемы, выстроить свою жизнь лучшим образом, найти ответы на свои вопросы. Кто мы, откуда мы, куда мы идем. Но так получается, что книга не может быть без автора. Вы указываете это авторство. Но вы понимаете, что это лишь слабый отпечаток на фоне того всего большого, что эта книга дает людям. Она может даже вас и не прославить. Не знаю, насколько эта книга удачный пример, это может быть не книга, я не знаю, там что-то такое, вы понимаете, да, что отпечаток еле заметный, что не сразу так, что повернув на тыльную сторону книги, ты видишь автора. Это может быть там в виде соавторства или в виде изданной книги под группой издателей каких-то компаний и ваше имя, чтобы докопаться до него, нужно прям специально углубиться в это. Это как титры в конце фильма, когда есть главные герои, да, режиссер, сценарист, и где-то там в конце никто не досматривает, кто же оператор. А операторская работа в этом фильме была на высшем уровне, и человек получил Оскар за операторскую работу. Но вы об этом не узнаете, вы просто посмотрели фильм, повосхищались. Вот это и будет такое, я бы сказал, безличное служение. Ну, конечно, он получал за это деньги, но предположим, что человек просто, он уже в ту сферу пришел, ну, хочешь не хочешь, получаешь там деньги. А может, он бесплатно снимал, вы же не знаете, для именно этого режиссера, просто потому, что он хотел с ним посотрудничать и понимал, что его талант поможет снять, например, там, фильм «Иисус» или «Храброе сердце» и как-то вот открыть глаза людям на что-то. И его операторская работа для большинства осталась незамеченной. Лишь только тот, кто досмотрит до конца все титры, нажмет «стоп» и почитает там какой-то Фрэнки Джонни, вот он, значит, был оператором этого фильма, и вы молча ему поаплодируете, потому что браво, действительно, вы понимаете, что 90%
того, как этот фильм воспринялся вами, как он проник в ваше сердце благодаря оператору. 6-й дом, это я такой некий фидбэк, чтобы мы напомнили еще по поводу 6-го дома. Он нам полнее раскроет 12-й дом. 6-й дом. Вопрос, что я должен сделать в данной ситуации? Да, это наш 6-й дом. Самый главный инструмент человека – это его тело, с помощью которого и производится любая работа. И помните, мы когда разбирали 6-й дом, мы говорили о том, что это инструмент. Человек себя вытаскивает отдельно, ставит, смотрит на себя со стороны, на свое тело, на свой инструмент, и его шлифует, формирует, вырабатывая в нем те черты личности, которые необходимы, чтобы управлять. На 4-м уровне проработки 6-го дома человек воспринимает как работу почти всю жизнь. Теперь основная нагрузка ложится на внутреннюю работу, а внешние ситуации человек воспринимает как контрольные для его внутренних достижений. С другой стороны, он чувствует постоянную поддержку своего кармического эгрегора, который подсказывает ему, когда, о чем и в каком духе следует говорить и делать. Я почему оставил только 4-й уровень из 6-го дома? Потому что он очень похож на тот же 4-й уровень из 12-го дома. И я уже говорил неоднократно, что люди, достигшие 4-го уровня прокачки в разных домах, они очень похожи. И потому не зря здесь говорилось также, что когда человек под 12-м домом воспитывает в себе смирение перед волей Абсолюта и духовную выдержку, и формирует высшую волю, которая затем материализуется под другими домами, прокачивая в том числе и 12-й дом, пытаясь достичь 4-го уровня, это поможет вам прокачаться в остальных других домах. И вот мы сейчас читаем о 6-м доме на 4-м уровне, так это по большому счету тот же самый 12-й дом на 4-м уровне. Давайте посмотрим соответствие практически. Если мы говорим о карьере, что мы должны вынести из 4 мечей, когда мы поднимаемся по карьерной лестнице? Это может быть тайм-аут. Тайм-аут, который мы взяли самостоятельно. Мы понимаем, что сейчас нужно, например, на работе что? Отдохнуть. Отложить этот проект до завтра, до послезавтра, после отпуска вернусь и продолжу. Что-то с этим проектом не так. Есть ощущение у вас внутреннее, нужно взять тайм-аут. А вот в негативном значении, например, да, это может быть выгорание, имеется в виду, и либо при подтверждении рядом каких-то лежащих карт. Выгорание, то есть, что значит выгорание профессиональное? Когда ты не сам взял тайм-аут, тебя жизнь твоя заставила, состояние здоровья, если хотите 12-й дом, если хотите Сатурн заставил вас взять этот тайм-аут, он выжег вас. Планирование по этой карте, это также, опять же, остановка на подумать, а как нам действовать дальше? Альтернативный путь может быть выбран. Память о тройке, да? Мы шли в троечке, а попали не туда и понимаем, что это не тот путь, которым следует идти. Надо из него выбираться. Поэтому что делаем в этот момент? Ищем альтернативный путь. Альтернативный путь будет 5 мечей, правильная, чтобы не вернуться снова в тройку. Возврат туда же не будет альтернативным путем. Завязшее дело может означать, когда оно у нас застопорилось все. Осторожность. Помните, аркан отшельник, повешенный и умеренность. Умеренность – это действия, но медленные. По перевернутой 4 мечей, как в позитивном прочтении имеется в виду, это будут какие-то медленные, неспешные действия. Если мы говорим о кубках, о взаимоотношениях между близкими людьми, то это может быть период восстановления. Кстати, это может обозначать и вполне себе конкретного одного человека, а не пару. Но период восстановления после чего? После неудачного контакта с кем-то. Когда была 3 мечей, тогда человек идет, у него сейчас период восстановления, он переживает тот опыт негативный, ту боль и страдания, которые у него были по 3 мечей, он сейчас их проживает в 4 мечей, он восстанавливается. Но это также в негативном прочтении может означать и одиночество, что человек один. Тень прошлого
опыт прошлого, если хотите, тень прошлого. Выпав такая карта, она может говорить, человек сейчас не находится в тройке мечей. В принципе, это ситуация минувших дней. И казалось бы, уже прошло много лет, и он должен был о ней забыть. Но, попав в похожую ситуацию, у него как флешбэк начинается. У человека всплывает все это. И вторая половина совершенно может недоумевать абсолютно справедливо. А что, мол, происходит? А вот что происходит. Тень прошлого дает сейчас о себе знать. Плыть по течению. Все устраивает. Вот так, как есть, так и есть. Мне все подходит. Вот человек себе лег, как в кораблике на этом каменном помосте, и плывет себе по течению. Его все устраивает. Он не намерен ничего делать. Также по четверке мечей может быть и пересмотр отношений. Соседние карты покажут, к чему это приведет или откуда это проистекает. Но человек взял паузу на подумать. А это ли тот путь, которым я хочу идти, или мне следует искать какого-то другого, то есть пересмотр отношений. И, кстати, это не означает, что плохо, да, чаще всего, конечно, что это плохо, так практика показывает, но это может быть и пересмотр отношений в том смысле, что они не устраивают как минимум одну из сторон. А если они не устраивают, то есть ли смысл плыть по течению? Кто-то говорит и считает, что да, плыть по течению – это хорошо. Я же склонен думать, что плыть по течению – это плохо. Лучше резать, так сказать, по-живому, но пересмотреть отношения здесь и сейчас, нежели доплыть так далеко, что дальше будет еще больнее. Если мы говорим о пентаклях, финансовая сфера, то это может быть, конечно же, кризисный период. То есть никакими деньгами здесь и не пахнет. Конечно, это может быть как некая превентивная мера того, чтобы мы не попали с вами в более худшую ситуацию, но если идет речь о том, что иметь какую-то выгоду и доход, то это не об этом. Это кризисный период. Могут быть верные решения в трудных обстоятельствах. Тройка мечей – трудные обстоятельства? Да, даже очень трудные и печальные могут быть, в том числе для финансовой сферы. Но здесь и сейчас мы принимаем какое-то решение, мы обдумываем, мы уединились, мы закрылись в этой келье, мы стали отшельником, оградились от всего. Мы стали повешенным, мы перевернули свой мир сверх на голову для того, чтобы посмотреть на эту ситуацию по-другому, с другой стороны. Консультации могут обозначать напрямую, особенно когда есть соседние карты в виде, может быть, придворных арканов или карт, которые обозначают какие-то соответствующие организации, может быть, юридического характера. Анализ информации как самостоятельно может быть. Да, вы получили какие-то данные финансовые и анализируете их. Также может быть и отказ от активных действий, то есть в виде совета. Предполагается, что человек будет делать, предпринимать, стоит ли там инвестировать в это, покупать это, тратиться на это. И выпадает такая карта в виде совета. Не стоит сейчас активничать. Конечно же, это может говорить наоборот о том, что поспеши, да, опять же, если особенно человек долгое время отказывался от активных действий, либо соседние карты подскажут все-таки, о чем идет речь, если вы не пользуетесь прямыми перевернутыми значениями. Если мы говорим о мечах, о стихии воздух, это на саморазвитие. И мы, в принципе, о саморазвитии так много говорили сегодня в этой карте, но все же это восстановление. Стоит на этот период смотреть положительно. Он не воспринимается, естественно, положительно, потому что в тройке мечей никто себя не ощущает счастливым человеком. Но попав в четверку, попытайтесь этот момент прожить с пользой. И помните, что именно только от нас с вами зависит то, как мы воспримем это время. Как период для нашего восстановления или как то, что наше эго хочет вырваться наружу и поскорее уйти, не дождавшись полного выздоровления. Уход в себя по этой карте, да? Закрыться, оградиться от внешнего мира, стать отшельником, не уходить в келью буквально, но выкроить для себя какое-то время, чтобы уединиться и уйти в себя. Работа с прошлым. Почему с прошлым? Потому что тройка мечей. Так или иначе, 12-й дом подразумевает у нас работу с прошлым. Если хотите, это могут быть даже вплоть до того, что прошлое воплощение, которые дают нам сейчас отпечаток на сегодня. Привет от Лилит. Внутренний голос.
помните, особенно начиная с 3-го уровня, человек уже слышит внутренний голос. Когда он находит время для уединения, когда он начинает копаться в своих мыслях, ему приходят какие-то инсайты, ему приходят откровения оттуда. И человек, выйдя из этой ситуации, у него уже полный ворох готовых решений, у него есть ответы. Он теперь только думает последовательность, да, как это все применить, чтобы, попав в 5 мечей, выйти оттуда победителем. Несколько тяжеловата была для меня эта карта, в отличие, может быть, от 9 жезлов. Не знаю, то ли от того, что, может быть, тема мне более такая близка, то ли от того, что она такая мечевая, такая она холодная, и постоянно приходилось напоминать и о прошлом печальном опыте по 3 мечей. Также здесь уже не просто Сатурн присутствует, а здесь 12-й дом, который может императивно, то есть насильственно, специально включаться у человека. И порой, конечно, с момента рождения мы можем думать, почему человеку так не повезло, почему он в инвалидной коляске, или почему у него такой дефект руки, или что у него с лицом. Но ничего не происходит просто так. Я не говорю о том, что такого человека не стоит жалеть. Наоборот, по 12-му дому стоит проявлять сострадание и милосердие к таким людям, и в целом к людям, к врагам в частности, в особенности, как это делал Гран-Гузье. Я имею в виду, что окажись мы в подобной ситуации, стоит подумать, почему мы в ней оказались. Да, хорошо, мне, молодому и здоровому, об этом говорить, я согласен, кто-то скажет. Ты же не сидишь в инвалидном кресле, да, ты не понимаешь, что это такое. Ты тут сидишь и рассуждаешь, рассусоливаешь. Может быть, вы и правы, и справедливо будет, если вы сделаете такое мне замечание. Но говорю то, что считаю важным, то, что вижу необходимым, и то, как оно есть. Поэтому я желаю, как и в прошлый раз, попав в эту ситуацию, в 4 мечей, не спешить из нее выйти. Попытайтесь выработать в себе те качества в виде смирения. Попытайтесь прожить эту самую какую-то боль, найдя внутри себя, если хотите, в эгрегоре, во Вселенной, в космосе, найдя ответы на вопросы, чтобы не попасть снова в 3 мечей, чтобы перейти в 5, пройти эти уроки правильно, выработать в себе то смирение, которое необходимо. А по 12-му дому научиться безличному служению, когда мы готовы выполнить и выполняем важную работу, которая влияет на весь мир. Это парадоксально и звучит неправдоподобно. Какой-то маленький человек, находясь здесь, имя которого даже неизвестно, влияет на то, что происходит на другом конце континента, влияет на людей, которые находятся вокруг него. Но так оно и есть. Это, может быть, не совсем соотносится с сегодняшним уроком, но как-то Иисус сказал, что «А у вас же на голове и волосы, и те все посчитаны. Вы более ценный птиц». Да, у вас на голове и волосы, и те все сосчитаны. Мы все являемся так или иначе частью Создателя. Он в нас вдохнул частичку себя. Есть у нас что-то, кроме нашего тела, наша душа, которая куда-то там стремится, которая ощущает себя вечной, да? Казалось бы, мы должны были все давно привыкнуть к тому, что мы умираем, потому что так делали наши отцы, наши деды, наши прадеды, и все наши предки так делали. Почему у нас нет этого эволюционного ощущения, что мы должны умереть? Почему мы не с легкостью встречаем это чувство, а пытаемся всю жизнь придумать какие-то эликсиры, молодость, вечная жизнь и продлить всячески наше земное существование? Не от того ли, что внутри нас есть что-то, что живет вечно? Риторический вопрос. Так вот, имея эту самую связь с Создателем, имея эту связь через него со всеми остальными людьми, со всем этим миром, совершая что-то маленькое здесь и сейчас, казалось бы, безличное и никому не нужное, мы влияем на весь мир. Я просто желаю вам найти свою нишу, и не подумайте, что эта ниша будет какой-то малозначительной, какой-то неприглядной,
может быть, даже постыдной. Поверьте, находясь в той какой-то своей маленькой нише, вы можете влиять на мысли руководителей стран, просто выполняя свое предназначение там, где вы находитесь. Поэтому я желаю вам слышать эти самые сигналы от 12-го дома, не игнорировать их, не дожидаться, чтобы они императивно включались в вашей жизни, а стараться выполнять это самое безличное служение и помогать людям, тем самым помогая себе, да, такой двойной эгоизм. В общем, берите пример с Гран-Гузье, как он поступал со своими врагами. Вот вам личный пример. Если хотите, мы можем с вами вернуться. Какой же это был дом у нас? Это у нас была 9 кубков, когда мы с вами говорили об идеале «я». Помните, есть некий идеал «я» по 9 дому, который у человека сформирован, и он смотрит на него и думает, а как бы поступил в таком случае Гран-Гузье? Вот вспоминайте, а как бы в таком случае поступил Гран-Гузье? Он бы отомстил или закатил бы пир для своего врага, отпустил бы его с деньгами, со всякими почестями домой. Парадоксально. Вот вам и пример. Можете его запомнить и пользоваться. Я как-то не обратил внимания на надпись на заглавной страничке «Перекуют мечи свои на орала». Это тоже слова, которые записаны, если мне память не изменяет, возле штаб-квартиры ООН. «Перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». Но на самом деле это стих из Библии, из книги пророка Исаии, и он, заглядывая наперед в будущее, говорил как раз о том народе, если хотите, об этом рыцаре, об этом греке, который, опершись на свой меч, он и не собирается уже им пользоваться. Он как будто бы перековал свой меч на орала, то есть на плуг, и не будет более учиться воевать. Всего вам доброго, всем пока.